Чемпионат России обзавелся новым титульным спонсором. В Москве и Ставрополе прошли предсезонные турниры. Президент Федерации гандбола России встретился со своим немецким коллегой. А теперь об этих и других гандбольных новостях подробнее. С вами Ашель Ньюс. Всем здравствуйте! В среду, 18 августа, в пресс-центре Московской арены «Динамо» были представлены новое название и новый логотип Суперлиги Чемпионата России по гандболу среди мужских и женских команд. Титульным партнером турнира стала букмекерская компания «Олимпбет». Соглашение заключено на 2 сезона с возможностью пролонгации. Мы рады подписанию контракта с таким сильным партнером и благодарны БК «Олимпбет» за проявленный интерес и поддержку как ВГР, так и всего вида спорта в целом, отметил генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин. Само сотрудничество с этим букмекером – дело хорошее. Да и вообще любые телодвижения, которые ведут к развитию, это хорошо. Но с прошлым титульным партнером ничего хорошего не случилось. Надеемся, в этот раз у Федерации получится извлечь выгоду. В Москве завершились 2 предсезонных турнира. Кубок Московской Федерации гандбола среди женских команд и Кубок Матч ТВ среди мужских команд. Начнем с женского соревнования. Состав участников явно говорил, что турнир является проверкой сил перед стартующим сезоном. Ведь за победу боролась практически вся верхняя шестерка команд прошедшего чемпионата, за исключением Ростов-Дона. Вместо них в турнире принимала участие команда «Динамо Синара» из Волгограда. Результаты каждого отдельного матча рассматривать бессмысленно. Ни одна из команд не показала цельного выступления. Очень много вопросов вызвали Кубань и Астраханочка. Лада в целом осталась на своем уровне прошлого сезона. Новый тренер ЦСКА этим турниром смотрел свою команду, но при этом не ставя победу любой ценой на турнире главной задачей. «Звезда» как была нестабильной командой, так и осталась. Главным сюрпризом стала «Динамо Синара», возглавляемая новым главным тренером. Каждый из 3 ее матчей в первом тайме смотрелся очень хорошо, но уровень команды и физическое состояние игроков не позволили им ни одной из игр завершить достойно. Ну а трофей остался хозяйкам турнира ЦСКА. Переходим к мужскому московскому турниру. Можно сказать, что тут собрались первые команды после победителей своих чемпионатов. К московским армейцам приехали гости из Германии, Белоруссии и Польши. Это помимо еще 2 российских команд. Спортивная составляющая турнира оставляет вопросы. ЦСКА хочет бороться за золото в чемпионате и при этом приглашает команды хорошего, но не самого высшего класса. К примеру, чеховские «Медведи» параллельно играли на турнире в Белоруссии с местным победителем чемпионата, а потом отправились на турнир в Португалию пробовать свои силы спорта. В общем, логика данного турнира непонятна, да и результат турнира тоже весьма интересный. На домашнем турнире хозяева заняли всего лишь 3-е место. Готовы ли они будут в сезоне составить конкуренцию чеховским «Медведям»? Пока непонятно. Москву во время проведения женского кубка Московской Федерации гандбола по приглашению президента ФГР Сергея Шишкарева посетила делегация немецкого гандбольного союза. Компанию функционеров возглавил президент организации Андреас Михельман, вместе с которым в Россию прибыли вице-президент Боб Ханнинг и генеральный секретарь Марк Шобер. В течение 2 дней гости из Германии общались с коллегами из ФГР, обмениваясь опытом. Обсудили и проведение товарищеского матча между женскими сборными обеих стран, запланированного на 7 ноября в Дюссельдорфе. По итогам визита немецких гостей стороны выразили заинтересованность в совместных мероприятиях вплоть до общих заявок на организацию мировых и континентальных первенств. Много времени мы посвятили обсуждению системы подготовки тренерских кадров. Ведь сильные и квалифицированные тренеры – основа воспитания новых поколений гандболистов. Разговор получился продолжительным и очень полезным. Мы обязательно будем перенимать лучшие мировые практики, в том числе немецкие. Гостям же было интересно узнать о развитии гандбола у нас в стране, особенно об успехах женских сборных, все 3 из которых этим летом завоевали медали крупнейших турниров. Договорились, что после матча посетим Берлинскую гандбольную академию. Хочется изучить ее работу, особенно систему работы с молодыми тренерами. Также интересен вопрос подготовки судей.
Также по итогам встречи с представителями немецкого гандбольного союза президент ВГР Сергей Шишкарев поделился мнением о реформах в российском гандболе. «Я не считаю, что нам нужен внешний аудит. Мы сами знаем свои проблемы и болевые точки, знаем, над чем нам работать и на какие педали давить. Не думаю, что какая-то аудиторская компания или топ-консультант нам подскажут что-то грандиозное. Тем более, что Россия – сложная страна со сложным экономическим устройством, со сложным финансированием спорта. Нам осталось немного переформатировать работу Федерации и с новыми силами и маркетинговыми знаниями навалиться на вопросы, связанные с детским спортом и финансированием профессионального спорта. Турниры турнирами, а вот 2 игрока сборной России объявили о приостановке карьеры. Это Анна Вяхерева и Дарья Дмитриева. Так сказала сама Анна. Ни для кого внутри это не было секретом. Мы разговаривали с Амбросом еще до всеобщего карантина и переноса Олимпийских игр на год вперед. Уже тогда я чувствовала, что мне необходим отдых. Ничего не скрывала. Очень ответственно подходила и подхожу к этому вопросу. Не хочу никого подставлять. Подобную информацию доношу заранее, чтобы все были проинформированы и готовы. Об этом моем желании знали и Амброс Мартин, и Антон Николаевич Ревенко, и Сергей Николаевич Шишкарев. Напомним, что Анна провела весь прошлый сезон на травмах и на Олимпиаду, ехала не полностью восстановившись, но с чувством, что выступить надо и травмы не помешают этому. Поэтому вполне логично, что ей необходимо полное восстановление. Во время этой паузы, как сказала сама Анна, она хочет стать мамой, а уже потом с новыми силами возвращаться в спорт. Вторая же приостановка карьеры вызвала как минимум недоумение. У меня накопилась усталость, и моральная, и физическая, замучили микротравмы. За последние годы я не пропустила ни одного сбора или турнира национальной команды, если не считать вынужденных перерывов, связанных с травмами. Выступала за сборную России 3 возрастов. Спустя годы все это дает о себе знать. Я очень устала, поэтому решила временно приостановить карьеру. Очень благодарна руководству ЦСКА за то, что к моему решению отнеслись с большим пониманием и полностью меня поддержали. Недоумение вызвали причины приостановки и срок. В ЦСКА Дмитриева перешла из «Лады» перед сезоном 2019-2020, но вскоре получила серьезную травму. Лечение и восстановление заняли почти год, после чего она вполне успешно завоевала с клубом золотые медали чемпионата и вышла в финал 4 Лиги чемпионов. То есть она или не выздоровела, хотя как это возможно за год восстановления, или тут что-то другое. Насчет срока, то это не сезон и не 2, а 4 месяца до 1 января 2022 года. Давайте снова посмотрим логически. У ее команды огромная ответственность в Лиге чемпионов осенью на групповом этапе, плюс у сборной России, которая играет в декабре на чемпионате мира, тоже проблема с разыгрывающим. А один из ключевых игроков берет не паузу, а фактически отпуск на 4 месяца в самые ключевые моменты для ее команд. Это вызывает очень много вопросов. А что вы думаете об этой ситуации? Закончим выпуск хорошей новостью. Московский «Луч» будет выступать в чемпионате. Команда потихоньку справляется со своими проблемами, набирает состав и уже тренируется. Так сказал главный тренер «Луча» Николай Измайлов. Все воссоздается практически с нуля. В эти полмесяца, что я в должности, проделано много организационной работы. И все новое, вплоть до экипировки. Когда в июле пришел, начал собирать по кусочкам состав. А вот название «Луч» останется. Это не обсуждается. Это традиция. Наша команда первый в истории чемпион СССР. А теперь у нас все. Не забывайте ставить лайк нашему выпуску. Пишите в комментариях, может, мы что-то упустили, ну и, конечно, подписывайтесь на нас. Скоро увидимся.